Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим ультратонкие блины 4 стакана с тройной начинкой. Блинчики получаются настолько тонкими и бархатными, что просто тают во рту. А тройная начинка превращает обычные блины в настоящее пирожное. Это не только красиво, но и невероятно вкусно. С такими блинами и торта не надо. Сохраняйте проверенный авторский рецепт ультратонких блинов 4 стакана и вкуснейшие начинки к ним. Так, начнем приготовление. В миску вбиваем 3 яйца. 3 крупных, либо 4 мелких. Добавляем щепотку соли для регуляции вкуса. 2 столовых ложки сахара без горки. Если блины не сладкие, сахар можете не добавлять. И 1 пакетик ванильного сахара. Вымешивать эти блины можно обычным венчиком, либо ручным миксером. Ручным миксером, конечно же, удобнее, но и обычным венчиком можно замешать так, что будет без единого комочка. Вымешиваем миксером до состояния пены, примерно минутку. Как только яйца слегка перемешались и появилась пенка, выключаем миксер. Дальше вливаем 1 стакан воды комнатной температуры 250 мл. Слегка перемешиваем. И дальше просеиваем всю муку 350 грамм. Всю полностью, без остатка. И перемешиваем миксером до однородности. Благодаря такой последовательности добавления ингредиентов тесто вымешивается в однородную тягучую массу, без комочков. При этом неважно, чем вы вымешиваете, миксером либо венчиком. Покажу вам консистенцию. Смотрите, густое, однородное и вот такое вот тягучее. И еще добавим 1 столовую ложку кукурузного либо картофельного крахмала. Это 20-30 граммов. Крахмал добавляйте сразу с мукой, я просто забыла, и добавляю сейчас, и еще раз, конечно же, перемешиваю. И дальше добавляем 2 стакана молока по 250 мл. Молоко у меня с холодильника, но можете немного и подогреть, так будет лучше. Вливаем постепенно и сразу же перемешиваем. Все молоко добавили. И чтобы блины не прилипали к сковороде, добавляем 2 столовых ложки растительного масла, рафинированного без запаха. Если хотите получить сливочный такой насыщенный вкус, тогда добавьте 30 граммов сливочного масла, обязательно растопленного. Добавляем растопленное сливочное масло, слегка перемешиваем. И сразу же нам понадобится кипяток, прямо кипящая вода с чайника, 250 миллилитров. И добавляя тонкой струйкой кипяток, постепенно вымешиваем, заваривая таким образом все тесто. Как только вмешали кипяток, все стало однородным, тесто готово. Сейчас вам покажу его консистенцию. Оно получается очень таким, знаете, не густым, практически как вода. Но в этом и есть смысл тонких ажурных блинчиков. За счет кипятка мука заваривается, и они будут эластичные. Но получается, за счет того, что мы не забили их мукой и крахмалом, они будут очень супер тонкие, прямо-таки невесомые. Этому тесту не нужно стоять, оно уже готово для того, чтобы выпекать блины. Хорошенько разогреваем блинную сковороду, на которой я больше абсолютно ничего не жарю, только блины. Для того, чтобы первый блин не прилип, я всегда смазываю либо кусочком сала, либо вот так вот салфетку растительным маслом. И вот так вот смазываю, хорошенько промазываю. И мне достаточно первого смазывания. Потом можно через 10 блинов еще дополнительно, если чувствуете, что плохо переворачиваете. И когда уже очень хорошо разогрета сковорода, можно начинать выпечку блинов. И выпекаем блины. Буквально 20 секунд и переворачиваем его на другую сторону. Все абсолютно легко переворачивается, ничего не прилипает. Первый блин точно не комом. Так, второй.
вот таким образом выпекаем все блины. Ну что, блинчики готовы. У меня получилось 28 блинов, примерно до 30 тонких, очень-очень тонких, красивых вот таких вот блинчиков. Они, ну, мега тонкие. Так что руки просвечиваются настолько. Они слегка эластичные, вот. Но в то же время они, ну, безумно нежные, безумно тающие, просто вот прозрачные практически. Для начинки нам понадобится 300 грамм замороженной вишни, можно свежей, либо любых других ягод, которые вы хотите, без косточек. Добавляем 1 столовую ложку кукурузного крахмала и 2 столовых ложки сахара. Все хорошо перемешиваем. Желательно берите вишню без сока. Если есть, то не так много. Слейте лучше его. Ставим ягоды с крахмалом и сахаром на огонь и доводим до кипения. Как только закипит, провариваем полминуты-минутку и снимаем с огня. Все, смесь закипела и сразу же моментально начала густеть. Еще немного провариваем и снимаем. Вишневая начинка готова. Пересыпаем ее в миску и остужаем до комнатной температуры. Можно поставить на водяную баню. Для следующей начинки в миску высыпаем 350 грамм творога. У меня 9%, можно использовать и 5%. Всыпаем 1 пакетик ванильного сахара, 2 столовых ложки сахара, можно 2,5, если любите послаще, и 3 столовых ложки сметаны. У меня 20% жирность, можно использовать и 15%. И еще добавлю примерно столовую ложку сгущенки. У меня просто она есть в холодильнике. Это придаст очень такой нежности и насыщенности такому творожному крему. Но это не обязательно. И взбиваем все блендером до однородной кремовой массы. Вот такая вот кремовая нежная масса должна получиться. Для удобства я переложила все в кондитерский мешок, но это не обязательно. Вишневая начинка готова, творожная тоже. И третья будет маковая. Маковую я готовить не буду, я приобрела уже готовую. Но как приготовить маковую начинку, вы можете посмотреть в углу видео, там, где маковые булочки с маковой начинкой. И под видео также прикреплю в описании. Наконец-то будем уже собирать блинчики. Берем блинчик, выкладываем полоску вишневой начинки, а с другой стороны творожную. И скручиваем в тонкие трубочки до середины. Одну сторону и вторую. Вот такая вот заготовка первая получилась. Дальше берем второй блинчик. Выкладываем третью маковую начинку. Делаем один поворотик. Добавляем вот эту заготовочку сюда. И дальше скручиваем. Разрезаем пополам. И вот такие вот блинчики получаются. И еще раз покажу. С одной стороны творожная, вишневая. Сворачиваем до центра одну и вторую часть. Заготовку пока в сторону. И второй блинчик. Мак. Делаем вот так вот один поворотик. Добавляем заготовку. Вот так я вот этим швом, вот так вот. Она сразу крепится. И скручиваем дальше. Блинчики тонюсенькие, не бойтесь, не будет много блина прям. Потому что блинчики мега тонкие. И разрезаем. И вот такой вот срез, очень красивый, с тройной начинкой получается. Я вот здесь пока все это скручивала, думала, с чем еще можно придумать вот такую вот тройную начинку. Я бы сделала с нутеллой, с бананом
И можно тоже какой-то нежный сливочный крем туда, либо сливочный сыр добавить. Будет, наверное, очень вкусно. А с соленой можно семгу, творожный сыр и авокадо. Будет очень вкусно. Так что на Новый год сделаем и такую начинку. Блинчики с тройной начинкой готовы. Выглядят они очень празднично и красиво. Обязательно напишите ваши варианты тройной начинки. И, конечно же, как вам такой вариант подачи блинов. Ну что, давайте вместе попробуем на вкус эти невероятные блинчики. Ну что, давайте наконец-то попробуем. Ну, очень аппетитно выглядит. Настоящий десерт. Это ты что сделала с блинчиками? Они же были обычными. Так что... Ну, с тройной начинкой. Вот эта штука... Очень необычный вкус, но очень вкусно. Это прям как пирожное, Вот эта да? штука кисловатое что-то. Это же вишня. Ну, сладкий творог, сладкий мак. Если вишня еще будет чересчур сладкая, оно будет приторным. А так вишня немножечко кисленькая, она оттеняет. Что скажешь? Мак. Угу. Короче, пока не доешь до последнего кусочка, нельзя остановиться. Очень вкусно. Неожиданно, насколько вкусно. Это на вкус как булочка с вишней и маком. И еще немного И- пирожных. Да, и кремом, и пироженка такое. Блинчики попробовали. Тройная начинка — это просто что-то нечто. 3 абсолютно разных вкуса, но в сочетании вместе это просто настоящий шедевр, а не вкус. Вот как такое, знаете, пироженка, что-то вот такое вот. Уже это не блины, это уже что-то намного серьезнее. Самое главное, конечно же, это тоненькие блинчики. В толстых блинах это не будет того вот вкуса, как пирожное, настолько насыщенного, вкусного. А потом, конечно же, уже начинка. Мак обязательно должен быть хорошо мягенький, проваренный и подготовленный для этой начинки. Вишенка я оставила немного с кислинкой, мне очень нравится. Ну и творожную начинку, конечно, все-таки вот эта столовая ложка сгущенки, она превратила этот творожный, обычный творожную эту пасту в настоящий крем. Прям такие вот, ну, очень вкусно. Супер вариант. Супер красиво, празднично, я думаю, и к чаю, и как сладкий стол гостям вынести. Это будет супер вариант. Поэтому искренне вам рекомендую. Это безумно-безумно вкусно. Я даже не ожидала, насколько это вот... Я думала, это вид, но по вкусу это прям превзошло все мои ожидания. Так что я вам очень советую, обязательно попробуйте приготовить. Ну и, конечно же, если вы приготовите такую вот красоту, жду ваши фотоотзывы в мой телеграм-канал. Всем огромное Спасибо за внимание. Yes. Всем до новых встреч. Встреч. Ставьте Лайки. лайки. И подписывайтесь на канал. Пока. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.